Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовили шоколадный кето-торт Захер без сахара, без глютена. Для всех, кто ограничил потребление простых углеводов, а также тех, кто соблюдает кето. Торт не поднимает уровень глюкозы в крови, потому он подойдет, у кого плохая толерантность к инсулину или диабет второго типа. Торт готовится очень быстро, за считанные минуты, но при этом получается очень нежный, с насыщенным вкусом шоколада. Все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. Для джема сотейник с абрикосами всыпаю эритритол. Помешиваю ингредиенты, чтобы эритритол основательно растворился в абрикосах. При желании подсластитель можно не добавлять, а уварить плоды для торта без него. Как только джем закипел, даю покипеть еще 10 минут и снимаю с огня. Горячий джем пробиваю погруженным блендером. Переливаю джем в емкость для остывания. В яйца добавляю эритритол и ванилин. Взбиваю на высоких оборотах миксера до пышной смеси, чтобы эритритол основательно растворился в яйцах. Добавляю льняную муку, просеиваю какао-порошок через мелкое сито. Добавляю разрыхлитель и сметану. Недолго перемешиваю миксером. Невымешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно перемешиваю. По мере набухания тесто становится более густым. В силиконовую форму размером 18 см выкладываю все шоколадное тесто. Равномерно распределяю тесто по площади формы. Форму с тестом убираю в микроволновую печь на 5 минут. Готовый бисквит осторожно извлекаю из формы, перевернув на решетку с пергаментом. Для шоколадного ганаша я использую 100% горький шоколад, или как его принято называть, тертый какао. Если у вас нет в наличии тертого какао, используйте темный шоколад. Все особенности на шоколад я указал в рекомендациях. Шоколад растапливаю до жидкого состояния. В горячий шоколад вливаю горячие сливки, которые я разогрел в микроволновой печи. Перемешиваю ингредиенты до получения однородного шоколадного ганаша. Шоколадный ганаш, или как его еще называют, парижский шоколадный крем, готов. Остывший бисквит разрезаю на 2 коржа. На первый бисквитный корж наношу абрикосовый джем. Распределяю джем по поверхности коржа. Закрываю вторым бисквитным коржом. Выкладываю шоколадный ганаш на торт. Распределяю ганаш по торту плоской лопаткой. Из оставшегося ганаша формирую декор в виде шоколадных шариков. Друзья, буду очень благодарен, если поставите лайк на это видео и напишите комментарий. Любая ваша активность продвигает рейтинг канала, а меня мотивирует снимать больше проверенных и стабильных рецептов, которые я лично тестирую на своей кухне. Убираю торт в холодильник минимум на 3 часа. Перед подачей рекомендую обсыпать торт какао-порошком или кэробом. Шоколадный кето-торт Франца Захера получился с ярким вкусом шоколада, в котором очень гармонично сочетается абрикосовый джем. Низкоуглеводный торт Захер – это отличный выбор для всех, кто не употребляет сахар и глютеносодержащие продукты. Спасибо за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.